Это первая часть проекта о возвращении, памяти и свободе. Путешествие начинается с исхода. Идентичность народа формируется мифами, передаваемыми из поколения в поколение. Именно они учат различать свет и тьму, добро и зло. Миф – не просто древняя история. Это зеркало, в котором каждое поколение ищет свое отражение. История народа – это не хроника событий. Это ткань, сотканная из воспоминаний, боли, надежды и веры. Она живет в песнях, в молитвах, в молчании. Она живет в голосах, передающих одно и то же слово, по-разному сквозь века. Порой миф может сказать о народе больше, чем документ. Среди всех мифов исход занимает особое место. Это не только путь из Египта в Ханаан, это духовное рождение, судьбоносная веха, история, к которой возвращаются снова и снова, потому что она говорит не только о прошлом, она говорит о будущем. Археологические доказательства исхода спорны, но его сила не в фактах, его сила в памяти. Миф живет, потому что он нужен. Он вдохновляет, поддерживает, формирует. Это не рассказ о пути. Это и есть путь. Путь от рабства к свободе, от подчинения к самоопределению, от забвения к памяти. Что мы ищем, возвращаясь к этой истории? Ответ или все-таки надежду? Исход – это движение к земле, которую мы носим не в кармане, а в сердце. Это мечта, которая становится картой, требующей продолжения. История не застывшее прошлое. Мы не просто свидетели. Мы участники. Мы продолжение. Исход – не точка, а направление. Не завершение, а начало. Вечное стремление не остаться в прошлом. 40 лет в пустыне, через страх, сомнение, неверие, вели народ не только к земле, но к новому пониманию себя. Свобода – это не отсутствие рабства. Это внутренний труд. Это переход, который требует времени, мужества и веры. Библейский рассказ полон чудес, казни, расступившееся море, манна с небес. Ученые ищут объяснения. Вулкан Санторини, климат, природные цепочки. Но для верующих чудо не в феномене, а в его значении. Исход – это не только история, это метафора, это миф о свободе. Именно поэтому он жив. Он жив и потому, что он говорит с каждым поколением на его языке. Где начинается эта история? В Египте? Или во времени, когда кто-то первый понял, что рабство – это не навсегда? И неважно, когда это было, 3000 лет назад или это было вчера. Евреи выходят из Египта. Они выходят из Египта каждый раз, когда отказываются быть заложниками прошлого. Каждый раз, когда делают шаг к возрождению, шаг в сторону свободы. Это история не о древности. Это история про сейчас, про нас, про передвижение в бесконечном времени. Наш путь не завершился в пустыне, не оборвался у подножия Синая. Он продолжился там, где надежда может воплотиться или остаться миражом. Возвращение становится реальностью, не избавлением от страха, а искусством жить рядом с ним. Здесь начинается новая глава. Здесь важно не только выжить, но и научиться быть свободным. Миф не окончен, путь не завершен.
И впереди выбор, сопротивление. И снова исход, не физический, а внутренний. Исход из рабства прошлого к свободе будущего. Это первая часть проекта о возвращении памяти и свободе, путешествие, которое начинается с исхода, но не заканчивается им. История продолжается там, где миф становится реальностью, где каждое поколение заново открывает дорогу к свободе. Мы – продолжение тех, кто осмелился уйти, кто в пустоте нашел обещание, кто в тишине услышал зов, кто выбрал дорогу, даже не видя ее конца. Сегодня перед нами стоят те же вопросы. Где начинается свобода? Как отличить голос надежды от эха страха? Как узнать, хватит ли нам смелости двигаться дальше, когда путь снова утопает в песках? Исход продолжается в каждом выборе, в каждом шаге. Он в этом мифе, который становится реальностью, и продолжается там, где начинается возрождение.